Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео и обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много, и чтобы вы не растерялись, в плейлистах вы найдете непосредственно для своей темы много-много-много узорчиков. Надеюсь, видео вам понравится. Вы ставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появятся новые видео. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет, слова благодарности. Вы моя большая группа поддержки. Я сегодня к вам с новым узорчиком, с ниточками, с которыми мы уже работали. Но новички, кто еще не работал, смотрите, ниточки называются Alize Angora Gold. Палитра у них очень большая, это не реклама, просто хорошие ниточки, почему не посоветовать, тем более в сезон, да? Итак, смотрите, новички, в 100 граммах здесь находится 550 метров. Так? Далее, по составу ниточки 80% акрил, 20% шерсть. Чуть-чуть они вот такие вот пушистые, чуть-чуть вот такие вот волоски есть, поэтому, когда будете вязать, вяжите аккуратненько, потому что распустить будет сложновато. Сразу же, чтобы не забыть, называю вам цвет ниточек, такие нежно-розовые, это 185. И нам здесь советует производитель, берите крючок от 2 до 4. Я беру троечку. Я уже как бы свыклась работать троечкой с данными ниточками. Вы берете для себя крючок, который вам более подходит. Если хотите плотность вязания, чтобы была сильная, да, ну, чтобы плотная, то вы берете крючок потоньше. Если вы хотите, чтобы плотность вязания была такая более рыхлая, воздушная, берете крючок потолще. Ну, естественно, для себя подбирайте, смотря какая у вас плотность вязания. Выбрала я сегодня вот такие вот ниточки, да, то есть вот такой вот нежно-розовый цвет. Кто давно на канале знает, что я делаю небольшие образцы в районе 30 петель. Сегодня у нас получается, в силу того, что ниточка тоненькая, крючок тоненький, сделаем небольшое как бы отступление, сделаем побольше количество петелек. Раппорт узорчика у нас получается будет равен 12. И мы с вами, получается, наберем 53 петельки. Так? То есть, получается, мы с вами набираем 4 раппорта. И дополнительно сделаем еще 5 петелек, итого 53 петельки. В общем, смотрите, наблюдайте. По поводу ниточки, где я беру ниточку, то есть снаружи, либо снутри. Сейчас мне удобненько снаружи взять, да. Когда буду взять непосредственно с изделия, то я возьму ниточку изнутри и буду ее тянуть. Моточек будет лежать, а я буду тянуть. Но пока образец как бы не принципиально для меня. Итак, все как всегда. Вначале мы делаем петельку фиксации. Есть. И ее, получается, при наборе петелек мы не считаем. Угу. А теперь набираем 53 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Вот такой наш будет будущий образец. Далее мы делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Теперь отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид в 5-ю петельку нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. В следующую петельку цепочки также ныряем и провязываем столбик с накидом по 2 петельки. 2, 2. И так далее. Мы должны будем пройти всю петельку цепочки. Так? Новички отрабатывают навык провязывания столбиков с накидом. И нам это будет необходимо для нашего узорчика, потому что это как бы будем делать основу, да, для узорчика. Вот. Самое главное, что когда вы будете провязывать, считайте количество петелек, которые вы сделали, да, воздушных, и количество столбиков должно совпадать. И не забывайте, что 3 петельки подъема, которые мы сделали в самом начале, это тоже столбик с накидом. То есть сейчас, смотрите, я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков с накидом. И я шагаю до конца ряда и провязываю, получается, у меня 53 петельки, значит, должно быть 53 столбика. Понятно? Все. Давайте вы также до конца ряда провязывайте. В конце ряда я вас встречаю и приступаем непосредственно к узорчику. Давайте, у вас получится. Итак, смотрите, вот такая вот ровненько, аккуратненько у нас получилась дорожка. Так, наши столбики с накидом. Далее что мы делаем? 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И в следующий столбик, да, вот наш первый столбик мы провязали как 3 петельки подъема. Во второй столбик мы провязываем столбик с накидом. В третий столбик с накидом.
в 4 столбик, столбик с накидом и в 5 столбик, столбик с накидом. Это, так скажем, будут наши кромочные столбики, либо назовем их еще, получается, колонна, да. Они у нас будут стоять на протяжении всего нашего узорчика в начале ряда, в конце ряда и в середине, увидите. Далее делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Теперь пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 столбик мы ныряем и провязываем 3 столбика с накидом. 1, сюда же, 2, сюда же, 3. Есть. Видите? Далее 2 воздушные петельки. И опять сюда же возвращаемся и провязываем еще 3 таких же столбика с накидом. 1, 2, 3. То есть у нас получился вот такой вот веерочек, да? И получается в центре небольшая вот арочка. Есть. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 делаем накид и провязываем столбик с накидом. Сейчас мы будем провязывать точно такую же вертикальную колонну, как мы провязывали в самом крае нашего образца. То есть 5 столбиков с накидом. И здесь тоже 5 столбиков с накидом. То есть первый мы уже с вами провязали. Далее второй. Далее третий. Далее 4 и 5. Есть. Вот. Получается такая красота. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И в 4 провязываем точно такой же веерочек. Вот такой же веерочек, который мы провязывали. 3 столбика с накидом в верхушку одного столбика предыдущего ряда. 1, 2, 3. Так. Далее 2 воздушные петельки. 1, 2. И сюда же опять сделали 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Все. Очередной веерочек. До веерочка и после веерочка, помните, да, у нас по 3 воздушные петельки. Давайте делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Опять пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И с 4 начинаем провязывать нашу вертикальную колонну, состоящую из 5 столбиков с накидом. Понятно, да? То есть 5 столбиков. Опять 3 воздушные петельки, веерочек. 3 воздушные петельки, 5 столбиков. И так далее до конца ряда. Понятно? Вот у вас должно получиться вот так вот. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот провязали практически до конца, да? И последний у нас получается вертикальная колонна, то есть 5 столбиков. 1, 2, 3, 4. И 5 столбик, видите, 3 петельки подъема. Делаем накид и вот самую верхнюю петельку ныряем в 3 петельку и провязываем обычный столбик с накидом. Все, начало и окончание ряда у нас одинаковые, видите, да? Из столбиков состоит. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Опять 3 петельки подъема, поворот. И вот эти самые столбики, да, уже оставшиеся 4, мы провязываем столбиками с накидом. То есть там, где наши столбики будут, да, вертикальная колонна, мы в каждом ряду будем провязывать именно столбики с накидом. То есть здесь будет вообще ничего сложного, да? Вот видите, опять 5 наших столбиков. Далее смотрите, 3 воздушные петельки, опять 1, 2, 3. И теперь мы ныряем вот в эту арочку, да, вот наш веерочек, в среднюю, получается, арочку нырнули. И провязываем точно такой же веерочек. То есть мы провязали 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петельки опять. 1, 2. И опять сюда же нырнули, провязали 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. То есть здесь ничего сложного, да, то есть вы, получается, второй ряд полностью повторяет первый. 3 воздушные петельки и опять вертикальная наша колонна, с которой состоит из 5 столбиков с накидом. Вот мы их тоже провязываем. Столбик в столбик. 1, 2, 3, 4 и 5. Понятно? Все. И так далее до конца ряда. То есть там, где воздушные петельки, вы воздушные. Там, где веерочек, и вы веерочек. Там, где воздушные, и вы воздушные. Там, где столбики, и вы столбики. Вообще ничего сложного. Угу. Все, давайте вот так вот провяжите до конца ряда. Здесь я вас встречаю. Итак, смотрите, вот мы довязали, получается, второй ряд. Полностью одинаковый вместе с первым. И здесь я уже, получается, закончила наши
нашу колонну 5 столбиков с накидом и повернулась уже на другую сторону, сделала 5 столбиков с накидом, потому что здесь ничего сложного, да? Вот видите? Вот я продолжила вертикальную колонну, опять ряд начала с 5 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять. 5 столбиков с накидом. А дальше смотрите внимательно. Теперь мы с вами делаем 7 воздушных петелек, да? Здесь мы делали 3 петельки, 3 петельки, сейчас будем делать 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Вот, теперь внимательно смотрите. Веерочек наш верхний, веерочек нижний, да? То есть мы опускаемся с вами к самому нижнему. То есть вот это первый ряд, второй, ко второму. Смотрите, захватываем сзади наперед в центр веерочка, крючок ввели. И присоединяемся, захватываем ниточку, присоединяемся столбиком без накида. Оп, понятно? Вот у вас будет вот такая вот картина. Как бы к веерочку, вот к вашему веерочку, вот такая вот длинная, как бы, да, веревочка такая протянулась. Видите? Вот к самому нижнему веерочку. Не к предыдущему, а к самому нижнему. Теперь что мы делаем? Мы переворачиваем наше вязание и будем возвращаться обратно по веревочке, подниматься наверх к столбикам. Итак, повернули вязание, чтобы нам было удобно. Здесь сделали воздушную петельку. И теперь ныряем вот в эту арочку, да, из воздушных петелек, из цепочки. И провязываем 10 столбиков без накида. Итак, раз, сюда же, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть таким образом мы как бы вернулись к нашим столбикам, разворачиваем наше вязание к нам лицом. Вот у нас получилась вот такая вот интересная загигулька-рогатулька. Так. И дальше после 10 столбиков без накида мы ныряем вот в нашу арочку нашего, получается, веерочка и провязываем веерочек. Все. 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3. 2 воздушные петельки. Раз, 2. И сюда же опять 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3. Видите? Вот такой вот объемный элемент у нас получился. Мы его оставляем. Продолжаем дальше. Теперь мы будем с другой стороны делать точно такой же, получается, объемный элемент. Опять вспоминаем, делаем 7 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И возвращаемся точно так же в центр, получается, вот самого нижнего веерочка, да, то есть мы пропустили первый, второй, вот, ко второму. В центр точно так же нырнули, видите, сзади наперед. Поворачиваем нам вязание, чтобы было удобно. Вытянули ниточку и провязываем столбиком без накида. 2 петельки вместе. Оп. Опять воздушная петелька и повернули вязание так, как нам удобно, чтобы мы вернулись вот по этой цепочке, вернулись обратно к столбикам. И ныряем, получается, в арочку из цепочков, провязываем 10 столбиков без накида. Раз, 2, 3, сюда же 4, сюда же 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот, вернулись к нашему вязанию, да, вот наше лицо нашего вязания. И сразу же переключаемся вот на эти колонны. То есть сразу же делаем накид и провязываем 5 столбиков с накидом. Раз, следующий 2, следующий 3, следующий 4 и следующий 5. Понятно? И у вас получается вот такая вот красота. То есть веерочки, веерочки, веерочки. И по бокам их окружают вот такие вот интересные загигульки-рогатульки. Угу. Вот. И ваша задача повторить все то же самое с остальными нашими веерочками. То есть сейчас опять делаете 7 воздушных петелек, возвращаетесь 10 столбиков без накида, веерок. 7 воздушных петелек, возвращаетесь 10 столбиков без накида, колонна и так далее. Понятно? Все, давайте до конца ряда. Если что, перематывайте чуть-чуть назад, смотрите, как провязывается, а в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот такая красота у нас получилась. Так, теперь наша с вами задача. Мы вот закончили ряд, да, вот наша получается 5 столбиков. Я уже перевернула ряд и сделала еще 5 столбиков. Вот наша вертикальная колонна. Здесь несложно, вы здесь сами справитесь, да. А теперь смотрите, что мы делаем дальше. То есть это изнаночная сторона. На изнаночной стороне у нас одни веерочки, видите? Итак,
Как только мы с вами сделали 5 столбиков в нашу вертикальную колонну, делаем опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И провязываем вот в арочку веерочка, провязываем такой же самый веерочек, как мы до этого провязывали. Обычный просто 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Далее 2 воздушные петельки. И сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Угу. Вот наши веерочки. Видите, они друг с дружкой так и идут. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И наша вертикальная колонна. Опять 5 обычных столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и в последний столбик 5. То есть, видите, да? Получается, как бы в данном ряду вы провязываете все те же самые веерочки и столбики, которые вы провязывали до этого. Понятно? То есть здесь вообще ничего сложного. Изнаночка точно такая же повторяется из ряда в ряд. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Итак, смотрите, вот наша изнаночная сторона готова. Так, то есть здесь полностью получается столбики, это колонны, и наши, получается, веерочки обычные. И я здесь уже провязала, получается, 5 столбиков и перевернула уже на следующий ряд. И тоже провязала еще 5 столбиков. То есть, ну, здесь несложно. Здесь просто хочу вам уточнить, как мы будем делать вот такую же интересную, получается, вот этот декоративный элемент. Опять, смотрите, делаем 7 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И у нас ориентир. Первый веерочек, второй веерочек и к основанию второго веерочка. Помните, да? То есть мы, получается, сзади вот так вот наперед ныряем, поворачиваем наше вязание немножко в бок, вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. Воздушная петелька и разворачиваем наше вязание, чтобы нам было удобно. Ныряем вот в эту арочку из, получается, 7 воздушных петелек и возвращаемся обратно к столбикам, провязывая 10 столбиков без накида. Все, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, развернули, получается, на лицевую сторону. И теперь провязываем наш веерочек. То есть здесь несложно. Сразу же делаем накид. Ныряем вот в арочку веерочка и провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петельки. И сюда же еще 3 столбика с накидом. 1, сюда же 2 и сюда же 3. И опять сразу же делайте 7 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И возвращаетесь, да? Вот ваш ориентир, вот ваш веерочек к основанию веерочка. Сзади наперед. Захватили ниточку, провязали столбик без накида. А теперь поворачиваемся, да? Разворачиваем наше вязание, чтобы нам было удобно. Вот в эту арочку провязываем опять воздушная петелька и провязываем опять 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Развернули наше вязание. Так, и сразу же переключаемся к нашему, получается, колонне из 5 столбиков с накидом. И провязываем 5 столбиков с накидом. Поняли, да? То есть все, ориентир показала. Как провязывать вот эти вот декоративные элементы показала. Ваша задача сейчас, получается, повторить все то же самое до конца ряда. Так. А затем вы, когда перевернете свое вязание, да, вы опять будете провязывать. Там, где столбики, столбики, там, где веерочки, веерочки. Понятно, да? То сейчас до конца ряда провяжете. Вернетесь, столбики, веерочки, столбики, веерочки, столбики, веерочки. Все. И следующий ряд у вас будет опять повторяться вот с такими декоративными элементами. Давайте увеличим образец на несколько рядочков. Получится очень-очень красиво. Встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Давайте. Итак, смотрите. Вязала красоту. И думаю, надо же будет показать, как закончить, да? Вы же обязательно спросите. То есть кому-то не нужен будет такой вот неровный край, да? Кому-то нужно действительно будет плечевое изделие с ровным краем. Смотрите, как очень просто можно выровнять данный край. Итак,
Вот, я уже перевернула на другую сторону, провязала свою вертикальную колонну, да, из 5 столбиков с накидом. А теперь мы с вами будем повторять точь-в-точь вот наш, получается, первый ряд. Помните, мы пропускали 3 столбика? Значит, делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И далее, получается, мы делали веерочек, да, то есть присоединялись к верхушке столбика. Здесь, чтобы у нас не получился вот такой же пик, да, получается верхушка такая, мы, получается, в верхушку ныряем и провязываем столбик без накида. Поняли, да? То есть у нас здесь, получается, столбики высокие, а здесь столбик низенький. И далее опять точно так же. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И переключаемся к нашим столбикам. 5 столбиков с накидом. Накид. И провязываем те же самые 5 столбиков с накидом. Раз. Два. Три. Сейчас, секундочку. Ниточка расслаивается. 4. И 5. Поняли, да? То есть у вас, видите, чисто вот так вот теоретически получается краешек выравнивается. Давайте вот так же до конца ряда, то есть 3 воздушные петельки, в арочку столбик без накида, 3 воздушные петельки, 5 столбиков с накидом. И так до конца ряда. Здесь я вас встречаю, покажу, как мы дальше провяжем. Угу. Давайте. Итак, смотрите, вот я, получается, провязала, да? Получается, по 3 воздушные петельки, дошла до конца ряда и уже возвращаюсь, смотрите, провязываю там, где столбики с накидом, столбики с накидом. Видите, столбики с накидом, там столбики с накидом. А вот здесь вот, где 3 воздушные петельки, смотрите, я ныряю прям в петельки, чтобы было аккуратно. Я как-то показывала в предыдущих видео. Прям в петельку ныряю, сколько воздушных, столько у меня и столбиков. Дальше здесь был столбик без накида, я провязываю столбиком с накидом. Здесь тоже 3 воздушные петельки, значит 3 столбика с накидом. Понятно? Вы, смотрите, можете провязывать как? Вы можете провязывать вот в арочку. Смотрите, раз, да, 3 воздушные петельки, значит 3 столбика с накидом. Я просто вам для сравнения покажу, как получается в арочку и как получается в петельку. Вот, видите? Вот у нас получается мы провязали 3 столбика в арочку. Ну, немножечко неаккуратно, да? Когда мы провязываем в петельку, то вот у нас четко, аккуратненько все стоит. Смотрите, покажу еще раз. Вот наши 3 воздушные петельки. Значит, нам по возможности, если вы можете это сделать, если пряжа позволяет, зрение позволяет, крючок позволяет. Если нет, бог с ним, да? Вот, смотрите, по возможности. В саму петельку прям ныряете. Да, это кропотливо, это чуть медленно, но это очень красиво. Ой, столбик с накидом. Так, нырнули, вытянули петельку и провязываем столбик с накидом. Опять именно в петельку, понятно, да? Так будет аккуратнее. Ну, пусть будет помедленнее, но это будет всего лишь только один ряд. Понятно? Зато будет красиво-красиво. Вот, и сравните. Вот мы провязали, получается, в петельку. Да, вот, в петельку мы провязали столбики с накидом. И вот провязали просто в арочку. Вот, видите? Вот такая вот как бы разница. Но это в вашу копилочку знаний. Все, давайте до конца ряда провязываем столбиками с накидом и смотрим, что в итоге получается. Итак, ну что, смотрите, вот такая красота по итогу получается. Принцип узорчика вам понятен. Изнаночная сторона ровненькая, получается столбики и веерочки. Лицевая сторона вот с такими декоративными элементами. Ваша теперь задача придумать, куда можно применить данный узорчик. Кофточка, кардиганчик, палантинчик и так далее, и так далее. Возможно, у кого-то будет интересный такой шарфик. То есть данный декоративный элемент можно использовать на протяжении всего узора, да. Можно, естественно, когда поймете принцип узорчика, менять местами со столбиками, да, то есть в шахматном порядке. Можно непосредственно как удлинять, да, получается, расстояние между вот этими декоративными элементами, либо также друг за дружкой делать. То есть это уже на ваше усмотрение. Вы можете делать узорчик одноцветным, узорчик многоцветным, да, то есть каждый ряд у вас может быть новым цветом. Тоже будет очень интересно. Я жду в комментариях, куда можно применить данный узорчик, да, потому что вы большие дизайнеры, фантазеры, у вас много-много-много идей. Замеряем узорчик. Давайте. Итак, мы, получается, набирали 50, я набирала, да, 53 воздушные петельки. И если же это же пряжа, этот же крючок, это же плотность вязания, вот даже на экран не помещается, это у нас, смотрите, аж 30 сантиметров. Очень интересно. А тут, смотрите, очень легко посчитать по столбикам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Да, это получается с первым и с последним столбиками с наборным краем. Это у нас 10 сантиметров. Все, каждый, получается, ряд по сантиметру. Отлично, отлично. Необычно, необычно. В копилочку ваших узорчиков.
Итак, надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много нового интересного. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда появятся новинки на канале. Под видео справа внизу находится стрелочка «Поделиться с друзьями, с подружками» в различных соцсетях. Делитесь. Заранее вам спасибо большое. И спасибо, что смотрели видео до конца. Всем ровных петелек. И встретимся в новых видео. Пока-пока.